Ой, я даже не знаю, как начать. Здорово, у микрофона Hellspot, и это, пожалуй, самый грязный по содержанию ролик на моем канале. Знаете, я всегда старался проходить мимо темы читов. Да, я прекрасно знал, что существуют DMA-карты, которые фейсит почти не детектит, различные радары на телефоне и куча очень дорогих читов, которыми пользуются единицы людей на нашей любимой платформе. Но сейчас пройти мимо я просто не смог. Я понимаю, что большинство уже слышали в разных пабликах про данный баг. Да, именно баг, но начну я, пожалуй, издалека. Очень надеюсь, что вы придадите этому видео максимальную огласку, поддержите лайком, подпиской и комментарием, ведь это и правда очень важно. В моем телеграм-канале я об этой теме написал сразу же, поэтому тоже обязательно подписывайтесь. Ну и досматривайте видеоролик до конца, что уж там. Глава 1. История. Началось все с того, что одним поздним вечером, буквально с неделю назад, а может чуть больше, я листал ТикТок и вообще ничего не подозревал. Как тут наткнулся на видео, где тип играет с щитами на фейсите, как тогда я думал. Модельки игроков просто просвечивались через всю карту, и сначала я думал, что ну бывает очередной дурачок с деньгами, что смог купить дорогостоящий чит, который обходит защиту фейсита. На всякий случай сохранил ссылку на то видео, продолжил заниматься своими делами, ведь тип не показывал ников, лобби сервера и тому подобное. На видосе все это было замазано. Через пару дней я зашел в его телеграм-канал с отзывами, ведь оказалось, что этот чит он еще и продавал, а ТикТок был хорошей рекламой. Посмотрев на все отзывы, я чуть расстроился, что типы и правда покупают все это, чтобы апать тело, но вот что-то мне мешало спокойно жить с этой информацией. Я захотел найти аккаунт типа или покупателей, будем называть продукта, что он продавал. Я написал Олеже Рэйчелу со всем, что знал, спросил, можно ли выйти на админов фейсита, на что получил неоднозначный ответ. Не, они не банят по запросам и не разбанивают по просьбам. Тогда я подумал, ну ладно, не получилось, может как-нибудь сам найду выход из ситуации, и, о чудо, выходит видеоролик о баге от Молекурятника. Смотря его утром в среду, я заметил странное сходство. Да, все было очень похоже на то, что я видел в ТикТоке. Такие же красные и синие модельки, которые видны через стены, как будто ты играешь с OpenGL в CS 1.6. Тут я и написал автору канала Молекурятник прому про маленького бизнесмена. А ведь читерам можно было просто пойти другой дорогой, не искать легких путей, а реально прокачиваться в игре. Конечно же, я имею в виду проект CyberShock. На CyberShock большое множество различных игровых режимов, от развлекательных до тренировочных. Например, Deathmatch и его разновидности помогут прокачать твою стрельбу до автоматизма, ведь постоянные дуэли прокачивают твою реакцию и хладнокровие. Retake, Clutch и Execute научат тебя играть в CS как в шахматы, и тем самым ты сможешь разыгрывать раунды умом. А Bhop, KZ и Surf помогут тебе с мувментом, чтобы ты открыл новые возможности для нестандартных перемещений по карте. Также на CyberShock можно играть с Pro, для этого вам нужна премиум подписка, после чего кликаем по меню справа сверху, выбираем нужного про игрока, копируем Connect и присоединяемся к серверу. С моим промокодом HELL вы получите плюс 3 дня к действию подписки в подарок. Удачи! Глава 2. 200 баксов. По словам Молекурятника, он нашел баг еще в июле 2025 года, но решил про него не говорить, чтобы самому разобраться, а уже потом обнародовать все в массы. Только знаете, что ускорило процесс публикации? Правильно, подобные слухи и ролики об этом самом баге, в скобочках чите. Пообщавшись с промом лично и скинув ему тот видос, он убедился, что это их метод и что кто-то по неопытности или наивности слил или продал их файлы. Ну а дальше вы понимаете, файлы пошли от знакомого к другому знакомому, и вот багом уже пользуются на фейсите. И ладно бы им просто молча пользовались, об этом бы знало мало людей, пока файлы бы не опубликовали в общий доступ, чтобы Valve с этим разобрались. Но ведь нет, человек начал пиарить и продавать файлы за 200 баксов, показывая, что это легкий путь апнуть тело. И вот тут очень важная ремарка. Бизнесмен, возможно, переделал эти файлы под себя, но даже если это и так, сути вообще не меняет. Баг точно такой же, что и в видео Молекурятника, на взгляд ничем не отличающийся. Я понимаю, что в нынешних реалиях можно делать деньги из воздуха, но я бы правда хотел посмотреть на ребят, кто играет с щитами на фейсите, особенно этим методом. Это даже не глупо, а скорее грустно, осознавая, что фейсит вот-вот недавно начал избавляться от смурфов и в принципе делать игру хоть сколько-то приятнее. Глава 3. Итоги. Я не сделал какое-то масштабное расследование, не нашел аккаунты типов, что играли с этим багом на фейсите. Я, блядь, не... Преступник. Я не
и не вор. Ладно, на самом деле я уверен, что пообщавшись с нужными людьми, так и смог бы вычислить нужные мне аккаунты, но вот только зачем? По уже подтвержденной информации, как минимум 9 человек отлетело на Фейсите за использование такого вида приколов. Сколько отлетит еще? Да я уверен, что немало, особенно когда баг вышел в общий доступ. Понимаете, изначально баг был выложен, чтобы просто дать огласки Valve, чтобы те быстренько все это накрыли, ведь на почту они вряд ли ответят когда-либо, а когда есть доступ к этому багу у всех, Valve быстренько все поменяют. Но вот играть с ним на платформе, античит который может задетектить DMA карты, но это же бред. Тем более, когда на Фейсите все еще есть ручная модерация, любой админ может сам посмотреть игру подозрительного типа и забанить его вручную. Я очень рад, что в нашем сообществе есть люди, которые максимально осуждают такие действия, их и правда много. Чуваки, играйте с головой, это в первую очередь соревновательная игра. Да, она сделана из говна и палок, мы убеждаемся в этом каждый месяц, но ведь единственное, что в ней приносит удовольствие, это доминировать над соперником своими силами. Я сейчас говорю именно о Фейсите, потому что в премьере иногда происходит полный пиздец. Не нравится игра, устали от нее, но не надо начинать пакостить другим, этим вы себе лучше точно не сделаете. Ладно, я уже ушел не в то русло, надеюсь мой посыл был понятен. Думаю, что Faceit и сами Valve смогут быстренько исправить такие неприятные оплошности. Я понимаю, что на Faceit еще достаточно людей, что играют с читами, только другим способом, но вот их схемы куда сложнее и запарнее, чем просто замена файлов, которая в любом случае скоро пофиксится. Я извиняюсь за такой короткий и, возможно, не по формату видос, но я в свою очередь высказался и дал вам пищу для размышлений. Еще раз повторюсь, этот видос был сделан для общей огласки на такую вот проблему. У меня пока все, жду вашего мнения в комментариях, до свидания.